Здравствуйте, девочки! И снова мы, Татьяна и Наталья. Мы сегодня покажем, как вязать узор листья. Очень красивый декировочный узор, вяжется на любой однофактурной машине. Пряжи вот только... или ты покажешь, наверное, да, узор, да, Татьяна? Вот смотрите, вот такой узор. У нас, если вы видите, довольно-таки ажурные листики. Да, вот они у нас образуются за счет вот таких протяжек. И как это сделать, мы вам покажем сейчас на машине. Что надо сказать вам про этот узор? Очень важно правильно подобрать для него пряжу. Для него пряжа не подойдет любая. Скользкая, гладкий шелк будет неверным выбором. Любая дорогая пряжа не будет неверным выбором. Вам нужна пряжа, содержащая лен, немножко шершавая. Лен можно смесовый, да, подобрать, с хлопком, да. Лен с вискозой очень хорошо подойдет, потому что там протяжки, и нужно, чтобы они не цеплялись. Зафиксировались между собой. Вот, например, для вот этой футболочки, да, я использовала семеновскую крестьянку. Можно, наверное, еще от Siam Diafine. Там тоже хлопок с льном. Это то, что сейчас на ум пришло. Ну что, переходим к машине. Ну и мы вяжем на машинке наш листик. Для начала мы будем вязать вот эту первую часть. Если мы будем вязать с самого начала вот такие длинные протяжки, у нас низ некрасиво упадет. Поэтому начинать мы будем, делая убавки, как у обычного листика. Для убавок нам помогут набор декеров. Декеры, которые идут в комплекте. 1-, 2- и 3-ушковый декер. И декеры, которые вам надо будет докупить. Это 4-, 5-, 6-, 7- и 8-ушковые декеры. Ну и приступим. Центральный листик у нас вот будет около нуля. Мы переносим 1-ушковым декером петли с одной иголки на другую, оставляя петли в рабочем положении. Тем самым мы сделали дырочки, сделали накиды. Дальше берем декер 2-ушковый. Там, где был накид, ты его тоже смещаешь. Да, я вот смещаю накид, и он у меня вокруг как бы центральная часть листика. Это будет формироваться за счет за счет центральной петли. Около центральной петли. Смотрите, мы каждое изменение делаем каждый второй ряд. Теперь 3-ушковый декер. Кто хотел испробовать все свои декеры, это ваш шанс. И, кстати, если вы по какой-то причине решитесь остановиться на меньшем количестве дырочек, это вот подбирайте под ваши декеры. 4-ушковый декер. Я их ложу у себя по очереди, чтобы потом не путаться. Пятиушковый декер. Декер под названием «Поспешили». Шестиушковый. Если вы скажете, где листик, то его скоро будет видно.
терпение. А ты скольки ушковым закончила листик? 8. Понятно. Ну, мне хотелось очень ажурный листик. Я же говорю, каждый может остановиться на том количестве декеров, которые у него есть, или у него хватит терпения. Скажи, сколько по времени ты вязала спинку топа своего? Ну, я вязала его 2 дня, но это были 2 неполных. Во-первых, хорошо делать перерыв. Да, конечно, иначе монотонная, да, работа немножко. Ну, да, глаз немножко замыливается, начинаешь спешить. Тут проще по полдня, но на 2 дня его растянуть. Меньше ошибок, лучше результат. Ну, зато очень красивая вещичка. Надо, чтобы вас обгоняли и пытались посмотреть вам почти в глаза. Итак, мы закончили расширение листика. И теперь нам понадобится только одноушковый декер. Если вы хотите сделать еще 2 листика вот тут рядышком, да, у нас вот закончился листик. Если считать от центральной петли, вот здесь, да, вот тут 9 петель. Еще 3 петли оставляем на полосочку. И здесь можем отсчитать еще 9 петель и формировать второй листик. Это если вам как бы хочется. Ну да, это хорошо, правильно, что подсказала, удобно. Вот. Ну, а мы дальше будем с вами вязать один листик и покажу вам, как делать уже ажурные полосочки. Вот протяжки. Да, протяжки. Вот наш закончился листик. И теперь по одной петле я буду делать убавление, убирая петли уже в нерабочее положение. Иглы в нерабочее положение, да. Вот. Тут уже дело идет быстрее. Не забываем убирать иглы. На спинку, наверное, нужно укладывать такое нечетное количество листиков, да, чтобы они красиво менялись, да. Идет средний листик и... Да, средний формируется. По бокам. Получается у нас пол листика это 18 рядов и 19 петель в ширину листик получается. Конечно, хорошо, когда вы нарисовали его, видите, где он будет расположен. Когда он закончится, потому что под горловину оставлять длинные протяжки не самый лучший вариант. Надо сделать так, чтобы у нас было место, куда прикрепить горловину. И смотрите, пока мы с вами разговаривали, мы довязали листик. Вот. Отлично. Тут я хочу остановиться, потому что как перейти ко второму листику. Если мы сейчас провяжем 2 ряда, у нас будет длинная петля, очень длинная. Поэтому провязываем 1 ряд. Теперь вставляем декер сверху, поворачиваем его к средней петли и одеваем его на иглу. Такую нашу петлю набираем. Как хитро ты придумала. Вот. И выставляем верхнее положение, потому что здесь это очень плотненько. И начинаем вязать следующий листик. Поскольку серединка у нас уже, нам надо набрать петли,
да, у нас будет листик расширяться. Мы уже иглы в нерабочее положение не вводим. Ну и дальше одноушковый, двухушковый, трехушковый. Наверное, сделаем паузу, и я покажу, как закончить листик, когда у нас будет больше половины. Ну что, мы довязали наш листик, вот второй листик, 2. И теперь сделаем окончание нашего листика так, чтобы потом можно было пришить сюда горловину. У меня сейчас каретка справа, я провязала один ряд. И теперь в каждом ряду мы будем с стороны от листика набирать по одной петле. Вот так, как мы делали в серединке, теперь, правда, в каждом ряду. Не совсем. Вот мы вставляем сверху декер, да, поворачиваем его. Мы как бы набираем скрещенную петлю. Ну, чтобы не было провисания и не было накидной петли. Не хочет. Не хочет. Надо следить, чтобы вот эти крайние петли не подтянуть. Вот. Ух ты. Раз. Проверили, что здесь все провязалось. Вот эти иглы, на которые мы только набрали петли, их надо выставлять в верхнее рабочее. Переднее нерабочее положение, да. В рабочее как раз, чтобы они провязывались. Они, скажем так, идут туговато. И если у вас довольно-таки жесткая пряжа, а для этого рисунка нужна пряжа жесткая, вот они... Так, в этом случае, кстати, не важно, в какую сторону крутить. Я пробовала и в ту, и в другую сторону. Разница заметна в полотне, как, например, в центральной петле. А в центральной там, да, там прям видно. Если не в ту сторону, например, в обратную сторону от центральной петли закрутить, вот это движение сделать, прям дырка появляется. Такое хорошее формирование получается домиком. Да, домиком, и на этот домик потом можно прикетлевать горловину или карманчик, или просто окончить плечо, например. Ну да, рассчитать просто нужно количество рядов и в скольких рядах будет сам лист, сколько рядов изделия. Математика наше все. Ну или программа Knitstyle. Очень да, понятно. Верный помощник. Ну вот осталось еще по 3 петли с каждой стороны. У тебя на листике получается где-то 650 метров в 100 граммах. У
тебя 3 нити, метраж 1700 метров. 1700 метров в 100 грамм. Вот, ну и последнее можно просто выставить. Ну и, в общем-то, вот такое окончание нашего. Отлично, очень красиво. Как это выглядит с обратной стороны? Ну, не совсем видно. Вот так, да, так лучше. Красивый такой листик, фактурный прям. Очень здорово. Этот красивый узор был применен мною для этой футболочки. И я хочу вам показать, как здорово получилось. Вот, смотрите. Главное рассчитать просто, да, откуда идет узор, и он не по всей ширине у нас, и как он заканчивается. Очень элегантно выглядит. Для тех, у кого есть книт-стайлер, будет нарисованный рисунок, и вы можете сами уже располагать его туда, куда вам надо. В связи с тем, что этот рисунок нарисован в книт-стайлере, это, конечно, не поможет вам, он не будет автоматически вязаться никаким удобным рисунком. Но он поможет, он будет вам делать подсказки, где именно делать прибавки, где именно делать убавки, и где будет располагаться каждый листик на вашем полотне вязания. Да, это не в голове держать, а это именно в экране, да. То есть, если вы прервались, отошли, вы снова можете вернуться в работу, не задумываясь. Экран, ваше вязание, ваша работа и как бы максимум помощи, минимум ошибок. Мы закончили. Мы показали этот красивый, самый летний узор. Мы показали вам, как его вписать в полотно, как его правильно начать и как правильно закончить. Ну что ж, если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. И на этот тоже. Там тоже много интересного. Удачи!